Конечно, трехфунтовое орудие не весило 600 с лишним килограмм. 16-калиберная трехфунтовая полковая пушка времен Густава Адольфа. Ствол чуть больше 300 кг. Ну, казалось бы, ерунда, но ведь с лафетом это по-любому почти полтонны будет весить, а значит, вы далеко с ней не умаршируете по полю боя. То есть, к ней нужна упряжка. И, что самое главное, очень большой расчет. Ведь, не дай бог, вы с этой полутонной штукой попадете в распутицу. И если сапоги сами куда угодно отмаршируют, потому что у человека очень высокая проходимость, то вот на колесиках вы эти полтонны замучаетесь таскать. Что делать? И вот тут-то на помощь пришел сумрачный тевтонский гений. Звали тевтонского гения Мельхиор Вудбранд, который изобрел кожаную пушку. И она успешно применялась во времена польско-шведской войны 627 года. Но была ли она кожаная? Ну, конечно, нет. Дело в том, что ее основой была довольно тонкостенная медная труба, запаянная на конце, как положено, заглушкой, тарелью с вингардом, который облегчал оперирование орудием. Поверх тонкостенной трубы надевалось несколько металлических муфт. Это тарельная часть, казенная часть, там, где взрывался порох. Это дульное утолщение, так, чтобы бьющееся в канале ствола ядро или картечная особь не разорвали бы пушку на конце, дульное утолщение в конце, и цапфовая часть, ну, примерно в центре тяжести оного ствола. То есть, это та ответственная часть орудия, где цапфы, то есть цилиндрические выступы, укладываются на лафет и удерживают всю конструкцию ствол-лафет вместе. Очень ответственная часть, и она металлическая. А вот свободные части от казенной, цапфовой и место дульного расширения участки пушки обматывались плотно льняным шнуром, таким почти канатом толщиной в палец или в мизинец, в несколько слоев. Его вощили, перетягивали еще, снова вощили, снова перетягивали. И таким образом очень сильно укрепляли тонкостенный медный ствол на разрыв. И потом, чтобы еще больше усилить обмотку шнура и, самое главное, не дать ему намокать, все это заключали такие мощные толстые короба из кожи, очень плотно промасленной и крепко зашитой. Хорошая кожа с грудины быка. И вот так вот медь, шнуровая обмотка и кожа сверху давали серьезный композитный материал, каждый из которых исполнял собственную функцию. Медь служила прохождению метательного ядра и подрыву пороха, таким образом избавляя органику контакта с этими, прямо скажем, неприятными для органики явлениями и объектами. Шнур стягивал все это, кожа закрепляла, не давая растягиваться в стороны и защищая от внешней влаги. Правда гениально. Снаружи выглядит, ну, вроде как кожаная пушка. Внутри она, конечно же, металлическая. Кожа и веревка – это всего лишь усиление. И вещь оказалась просто потрясающей. Ствол пушки такой конструкции весил всего 75 кило. У нее был показательно облегченный лафет. Но в самом деле, зачем тяжелый лафет для 75-килограммового ствола? Все вместе, наверное, весило килограмм 100. Хорошо. Может быть 120. А вот с этим 4 человека на поле боя справятся легко. Понятно, что их будет не четверо, несколько больше, но это совсем другой расчет, чем нужен для пушки весом в 300 кило один ствол, а все вместе за полтонны. И тем более не 637-килограммовой стволиной у 4-фунтового орудия. А представляете, с какой скоростью ее можно перенацеливать? А вы представляете, с какой скоростью из этой кожаной пушки можно бахать? Это же потрясающая вещь. И эта потрясающая вещь оказалась настолько ко двору, что сейчас мы можем увидеть ее, да, в половине самых модных музеев Европы. Это Баварский национальный музей, Германский национальный музей, в Баварском музее армии, в
Королевском музее в Ульвиче в Англии мы можем увидеть. В Национальном музее Швеции в Стокгольме везде есть хотя бы одна кожаная пушка. Может быть даже идеально сохранная, может быть разукомплектованная, но их полно. Это значит, что пехота употребляла данное изобретение очень широко. Ну, спрашивается, а если она употребляла ее так широко, так почему же ее и дальше-то не употребляли? Вот чугунные пушки есть, их довольно много. Вот бронзовые пушки есть, а их вообще до хрена, куда ни плюнь, обязательно попадешь в чью-нибудь бронзовую пушку. Шучу, плевать не надо, у пушки тоже есть права. Потому что, несмотря на плюсы, легкость, дешевизну, скорострельность, нетребовательность к размерам расчета, у кожаной пушки был один серьезный минус. Это очень маленькая фактическая скорострельность. Но как же так, Жуков, спросите уже вы? Ты только что говорил, что она очень скорострельная, и тут же задвигаешь про очень низкую фактическую скорострельность. А вот тут, товарищи, для артиллерии очень важно ввести одно понятие. Это скорострельность теоретическая, и это скорострельность фактическая. Потому что кожаную пушку, в силу ее легкости, переснаряжать очень просто. Из нее можно развить очень серьезную, я бы сказал, даже не стрельбу, а очередь почти. Вот с хорошим расчетом, обученным из кожаной пушки, можно было шарахнуть раза 4 за минуту. А что такое 4 выстрела за минуту? Целиться, конечно, не получится при такой скорострельности. Но картечью метров с 300, где тебя гарантированно не достают вражеские мушкетеры, вот так в каждом выстреле пуль по 30-40, вот ты как метлой пройдешься по вражескому строю. Ведь в пятачок-то попадать не нужно, правда? И это хорошо. Но вот тут мы наступаем ногами на грабли фактической скорострельности. Потому что фактическая скорострельность определяется не скоростью выстрела, поднесения заряда, снаряжения пушки, порохом, ядром, насыпанием затравки и произведением нового выстрела, а тем, сколько раз вы это сможете сделать фактически, скажем, за час боя. А вот на единицу времени у этой пушки скорострельность была очень маленькая. Потому что мощная веревочная обмотка и тем паче намотанная сверху кожа не давали стволу остывать. А сами нагревались с огромной скоростью. И поэтому после 15-16 выстрелов пушку нужно было остужать. Иначе при загрузке ее порохом во время подготовки очередного выстрела ее могло просто разорвать. Или, как минимум, произвести преждевременный выстрел. Что тоже не здорово, потому что очень травмоопасно для самого расчета. Вот 15-16 выстрелов подряд, и все, пушка уже не годится. Таким образом, на час у нее была скорострельность весьма небольшая. Поэтому от кожаных пушек отказались. Их приняли на вооружение. Ровно потому, почему от них отказались. Они очень непрочные, а от этого очень дешевые. Пока нужно было экономить буквально на всем. А, кстати, шведы экономили вообще на всем, чем только можно. Потому что они были бедные. Как кени. Они строили кожаные пушки в изрядном количестве, а все музеи почти своими кожаными пушками осчастливили. А потом с экономикой у всех стало несколько полегче, потому что кончилась 30-летняя война, и столкновений такой протяженности и такой интенсивности больше не было. И поэтому стало возможно строить нормальные, хорошие бронзовые пушки. В сухопутном военном деле постепенно, а, кстати, даже не постепенно, а очень быстро, даже от чугунных пушек отказались, полностью перейдя на дорогую, хорошую, благородную бронзу. Вот такая история с кожаными пушками. Если было интересно, напишите, про пушки у меня есть чего рассказать, потому что пушечная история, черт возьми, это целая эпопея человеческого гения. Если хотите узнать про пороховую дульно-зарядную артиллерию больше, напишите в комментариях.